Хочу поздравить своего брата Ильхама Гейдаровича Алиева, президента Азербайджана, и весь азербайджанский народ, братский для нас. Председатель постоянной комиссии по внешним связям Национальной собрании Армении Саргис Ханданян во время беседы с Арменпресс ответил на антиармянские высказывания председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по международным делам Леонида Слуцкого. Слуцкий заявил, что нынешние власти Армении отрабатывают западные задачи, намеренно пытаясь навредить дружественным взаимосвязям с Россией и Белоруссией, и пытаются до сих пор возложить ответственность за потерю Карабаха на кого угодно, лишь бы снять с себя груз. В связи с чем последовал адекватный ответ Саргиса Ханданяна. С 2018 года по сегодняшний день невозможно указать хотя бы на один шаг, который можно было бы интерпретировать как недружественное действие Республики Армения по отношению к своим союзникам. Между тем, примеры обратного, к сожалению, многочисленны, начиная от 44-дневной войны и заканчивая агрессивными действиями против суверенной территории Армении и реакцией ОДКБ на них, точнее, отсутствием реакции. Что касается потери Карабаха и вопроса поиска виновных в ней, то было бы хорошо, если бы господин Слуцкий ознакомился с заявлениями президента Беларуси, которые он сделал в Азербайджане несколько месяцев назад, и в которых Лукашенко признает участие своей страны в подготовке войны против Нагорного Карабаха. Продолжение темы об ответственности является фактом то, что после 44-дневной войны российские миротворцы были наделены мандатом на обеспечение безопасности народа Нагорного Карабаха. Это был мандат, который закончился трагедией, насильственным перемещением всего населения Нагорного Карабаха. Правительство Армении проводит внешнюю политику нашей страны исключительно с учетом государственных интересов Республики Армения, и только народ Армении обладает исключительной монополией давать задания властям Армении, и это обстоятельство, которое, полагаю, совершенно чуждо моему коллеге из Госдумы. Нам не хотелось бы начинать Новый год с негатива, но в новогоднем обращении к азербайджанскому народу Алиев вновь угрожал Армении, и мы не могли не сделать анализ его неприкрытых угроз. Риторика Баку направлена на усиление давления на Армению и оправдание возможных агрессивных действий. В своих высказываниях Алиев использует формулировки, которые можно интерпретировать как угрозы, завуалированные под дипломатические заявления. Надеюсь, что Армения и впредь в своей политике будет учитывать новые реалии, возникшие на Южном Кавказе, а также и в мире. Эти слова не просто напоминание о результатах военных действий последних лет. Это явный ультиматум, указывающий на то, что Баку ожидает полного согласия Армении с навязанными условиями. Фраза «новые реалии» — это не что иное, как требование к Армении отказаться от своей позиции, признать потерю Карабаха и смириться с дальнейшим влиянием Азербайджана в регионе. Очевидно, что за отказ следуют угрозы. Обвинение в милитаризации как предлог для агрессии. Считаю, что широкомасштабная кампания по вооружению Армении является очередным источником угрозы для региона. Такие заявления – классический пример создания образа врага. Алиев, осуждая вооружение Армении, подготавливает почву для обвинений в эскалации, которые могут быть использованы как предлог для военного нападения. При этом он игнорирует собственные усилия Азербайджана по наращиванию военного потенциала. Надо понимать, что заявления Баку об угрозах со стороны Армении направлены не только на внутреннюю аудиторию. Они служат сигналом международному сообществу. Азербайджан готов продолжать свои действия, прикрываясь якобы заботой о стабильности на Южном Кавказе. Что это значит для нас? Для Армении подобные заявления являются тревожным сигналом. Очевидно, что Баку не оставил своих планов по дестабилизации нашего региона. Обвинения в вооружении и требования учитывать реалии – это риторика, подготавливающая почву для новых провокаций. Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Ответ Армении – это усиление оборонного потенциала, укрепление дипломатических позиций и консолидация общества перед лицом новых вызовов. Слова Алиева – это не только дипломатический нажим, но и предупреждение, которое нельзя игнорировать. Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан был вынужден увеличить военные расходы, чтобы не отставать в гонке вооружений, якобы развязанной Арменией на Южном Кавказе.
Однако это не соответствует действительности. После войны 2020 года Азербайджан активно заключал крупные военные контракты, опережая Армению по объемам закупок вооружения. В августе 2021 года израильские и азербайджанские СМИ сообщили о сделке стоимостью $2 миллиарда, в рамках которой Азербайджан приобрел системы противовоздушной обороны Барак-МХ. Эти мобильные комплексы способны эффективно защищать от ракет, самолетов, вертолетов и БПЛА. Параллельно, согласно Middle East Institute, израильские корпорации Meteor Aerospace и Spear UAV обеспечивают поставку в Азербайджан современных беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов и противовоздушных систем. Meteor Aerospace совместно с Caspian Shipbuilding Company создала в Баку предприятие для выполнения будущих контрактов. В декабре 2021 года Союз экспортеров Турции отметил, что Азербайджан стал вторым по объему импортером турецкой военной техники после США. Армия Азербайджана получила новейшие БПЛА «Байрактар ТБ-3» и «Акинчи». Азербайджан также активно расширяет сотрудничество с европейскими странами. Газета «Ла Република» сообщала, что в сентябре 2021 года между Италией и Азербайджаном обсуждались закупки крупнокалиберного вооружения стоимостью до $2 миллиардов. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил контракт на поставку 48 самоходных гаубиц Нора Б-52 стоимостью $339 миллионов. Эти высокотехнологичные установки предназначены для уничтожения артиллерийских позиций, бункеров и для создания проходов в минных полях. С точки зрения социальной психологии, 2024 год был сложным, так как выявил последствия психологических травм у многих наших граждан. Однако в 2025 году ситуация может стать легче, так как обычно через 3 года напряжение начинает спадать и рациональность становится более заметной в обществе. Важно отметить, что наш враг также осознает это. Что же ждет нас? В начале года, вероятно, провокация со стороны Азербайджана при поддержке Турции. Это будет их последней попыткой укрепиться в регионе и сыграть на эмоциях своего народа. Рискнет ли Азербайджан на это, и какие будут последствия, зависит от армянских воинов, а не от руководства Армении. В 2025 году психологическое давление на Армению немного снизится, так как наши враги будут вынуждены расходовать ресурсы на других направлениях, что даст нам возможность облегченно вздохнуть и заняться созданием системы безопасности. Как и в 2024 году, наша главная задача – выиграть для себя время и сосредоточиться на внутреннем обустройстве систем безопасности и подготовке профессиональной армии. Параллельно необходимо повышать не только уровень образования в стране, но и уровень политической грамотности населения, так как у нас по-прежнему есть избирательная система, а впереди выборы 2026 года. Дорогие армяне, мы переживем и это. Важно, чтобы вы верили в наш народ, верили в себя и видели себя частью армянского мира, взяв на себя ответственность за будущее нашей цивилизации. В регионе нужен мир, прочный и долгий. Тогда и будет развитие. Нам никуда не деться от подписания мирного договора. И для достижения истинного мира в договоре обязательно должны быть пункты. Первое. Азербайджан признает независимость республики Арцах, включая Шаумяновский район, и передает ей Карвачарский и Бердзорский районы. Второе. Азербайджан прекращает армянофобскую политику, привлекает международных экспертов для написания новых учебников по истории для школ и вузов. Третье. Обеспечивает безопасное возвращение армян в места постоянного проживания на всей территории Азербайджана, в том числе в Баку, Нахичевань и так далее. Наделяет их полными правами граждан республики. Это и есть формула настоящего мира в регионе. После этого не нужны будут пункты про демилитаризацию, изменение Конституции, возвращение азербайджанцев в Армению и Арцах. Все наладится само собой. Люди сами разберутся и через поколения уже будут мирно жить, дружить, вместе работать и создавать семьи, как это было когда-то. Воровать, сидя на посту президента, будет сложнее, это правда. Поэтому решать эту задачу уже новому поколению. И без единого выстрела. Что нас ждет в 2025 году?
Миру предстоят активные и ключевые события в разных регионах. В США сформируется новая система власти, которая пересмотрит свою внешнеполитическую стратегию. На Ближнем Востоке произойдут значительные изменения, которые могут оказать серьезное влияние на нашу страну. Если в Иране не произойдут внутренние политические изменения, следующим реальным конфликтом мы можем ожидать его вовлечения. Это может иметь очень серьезные последствия для нашего региона и для Армении в целом. Даже если учесть только миграционные потоки, которые могут возникнуть из-за войны в Иране, это уже заставляет задуматься на эту тему. 2025 год может стать непредсказуемым для Азербайджана, особенно для его правящего клана. Возможно, уже в этом году азербайджанская толпа начнет задаваться вопросом о том, что они получили в результате Арцахской войны. Это не прогноз, а простые социологические закономерности. Руководство Азербайджана в течение 3 лет не предоставило своему народу никакого вознаграждения за все их страдания. Мир ждут новые конфликты. Это Афганистан и Пакистан, сирийский Курдистан и Турция, Израиль, Иран и Йемен, и конфликты в Средней Азии между постсоветскими странами. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.